На днях, когда я вновь отправлялся по своим делам, меня ожидало оживленное утро в московском метро. Я спустилась по лестнице на станции Киевская Кольцевая, где поток людей неизменно напоминал живую реку, несущуюся к своим целям. Вокруг царила атмосфера спешки, и лица прохожих были сосредоточены, полны решимости и в некоторой степени усталости. Но я вдруг вспомнила, как часто бывает, что даже самые обыденные моменты могут стать настоящим источником радости. Все зависит от нашего восприятия и настроения. Когда я вошла в вагон, он был переполнен людьми, спешащими по утренним делам, и воздух был полон разговоров и смеха. Шум и эхо стука колес создавали свою мелодию, в которой можно было легко потеряться. Словно находясь в недоступной параллельной реальности, я погрузилась в это море жизни. В эти моменты, среди таинственных лиц, я ощущала, как жизненная энергия проникает в каждую клеточку моего тела, окрашивая день в яркие цвета. И вот в той же двери, через которую я вошла, в вагон зашла собака породы двор-терьер. Она была среднего размера, с характерными большими ушами и выразительными глазами, а ее взгляд словно говорил «Сегодня будет весело». Эта собака сразу привлекла внимание своим обаянием и той непосредственностью, которой обладают лишь животные. Она не колебалась, шагала уверенно, будто знала, что сейчас станет центром веселья. Внимание пассажиров мигом переключилось с гаджетов на эту милую собачку, и она мирно уселась в центре вагона, словно не замечая окружающих, но в то же время уже приковывая взгляды. Напротив меня сидел интеллигентного вида мужчина с чуть усталым, но добрым лицом. Он был одет в строгий пиджак, а на носу у него покачивались очки с тонкой оправой. Мужчина был погружен в чтение своей газеты, причем его внимание было сосредоточено на ней так сильно, что, казалось, он вовсе не замечал окружающего мира. В этот момент и не подозревал, какой именно сюрприз его ожидает. На остановке, когда двери открылись, рядом с этим мужчиной освободилось маленькое боковое место. Сразу на это место прыгнула собака. Она приземлилась с небольшим акцентом, созданным отнюдь неутонченным маневром, и, радостно оглядевшись вокруг, это как будто можно было интерпретировать как «вот, место, как прекрасно». Она уселась рядом с мужчиной, который, не обращая на нее внимания, продолжал читать, погруженный в смысл строк. Собака, похоже, не собиралась сдаваться. Взяв на себя роль активного участника случившегося, она, полна энтузиазма, сначала взглянула на своего нового соседа, а затем тыкнула носом в его щеку, словно ставя под сомнение, не забыл ли он о том, что на этом свете существует радость и веселье. Мужчина вздрогнул от неожиданности и оторвался от газеты, посмотрев на пришельца с легким удивлением. На его лице мелькнула улыбка, а затем он стал, казалось, возвращаться к своей привычной реальности, вновь обращаясь к словам на бумаге. Тем не менее, собака не собиралась сдаваться. Поняв, что ее легких атак недостаточно, она предприняла более активные меры. Взвизгнув от радости, она стала поднимать лапу и легонько бить мужчину по колену, словно призывая его к игре. Лапа приземлялась на его колено с легким хрустом, прерывая неподвижность и обрамляя случай своей неожиданной настойчивостью. Этот момент был настолько комичным, что даже я не смогла сдержать смеха. Мужчина, не в силах бороться с той игривой настойчивостью, наконец отложил газету, взглянул на собаку и рассмеялся. Сердце наполнилось легкостью, и собака с радостью взвизгнула в ответ на его улыбку. Она вернулась к своему первоначальному задору и начала обнюхивать его обувь, словно решив изучить своего нового приятеля. Чувствуя, что между ними возникло что-то большее, она приняла непринужденную позу, усевшись рядом, и, смахнув кулек с угощением, оказавшимся в ее пределах, принялась танцевать от счастья. Эта непринужденная дружба сразу стала темой обсуждения для всего вагона. Люди, изначально погруженные в свои гаджеты, начали обмениваться взглядами и улыбками. Вскоре несколько женщин, стоящих неподалеку, начали смеяться, привлекая внимание остальных.
Странные взгляды, которые они бросали в сторону мужчины и собаки, говорили о неподдельном восторге и радости. Они словно задавались вопросом, можно ли в этом быстром мире найти нечто трогательное, что объединяет всех нас. В этот момент мужчина не устоял перед искушением. Он себе позволил наклониться к собаке и начал гладить ее холку. Собака, получив внимание, запустила хвост, и это был хлесткий, ритмичный танец, как будто высший знак согласия и счастья. Пассажиры начали подбадривать их, присоединяясь к веселому зрелищу. Некоторые из них даже достали телефоны, чтобы запечатлеть этот необычный момент славы беззаботной собаки. Обалдев от такой необычной наглости, мужчина резко встал и пошел к краю вагона. Он явно не готов был еще глубже участвовать в этом представлении и, возможно, переживал за свои занятные привычки. Его юмористическая решимость не позволила ему терпеть больше собачьих шалостей. Но его неожиданное движение мгновенно создало новый момент магии. Собака, заметив, как он уходит, с громким лаем побежала за ним, и в этот миг отреагировала на обстановку не менее смело. Она будто не оставляла шансов своим соперникам. С упругим шагом и забавными прыжками она следовала за своим новым другом. На следующей остановке двери открылись, и мужчина, заметив, как собака бежит за ним, пожал плечами и, подхватив ее в свои объятия, поднял выше. Собака захихикала от счастья и высунула язык, словно подмигивая всем нам, как будто очищая пространство от своей беззаботной искренности. В этот момент даже самые угрюмые пассажиры порадовались веселью, и вагоны метро вдруг наполнились светом и улыбками. Когда собака и мужчина вышли из вагона, не оставив никому равнодушными, в воздухе остался аромат счастья. Все смотрели им вслед с улыбками, словно те твари из сказочного мира праздника, разлетающегося по 5 континентам. На мгновение метро перестало быть просто транспортом и стало ареной жизни, где каждый мог найти что-то важное и яркое. Несмотря на то, что поездка закончилась, тепло этого момента продолжало наполнять наше пространство. Я оглянулась вокруг и заметила, как улыбки на лицах пассажиров становятся все шире, а разговоры все оживленнее. Женщина, сидевшая рядом со мной, достала из своей сумки шоколад и начала делиться им с соседями. С каждой новостью о собачьих проделках, которые люди рассказывали друг другу, настроение в вагоне продолжало расти. Случайная встреча, пламя веселья, словно зародилось в каждой из нас. Даже те, кто выглядят угрюмыми и погруженными в раздумья, вдруг стали искренне смеяться и делиться историями о своих домашних любимцах. Один молодой человек, который стоял у двери, рассказал о своем коте, который всегда выгонял его из дома, когда тот берется за работу. «Мой кот устраивает настоящие представления», — с улыбкой произнес он, и все расхохотались. Этот момент единства, когда мы все вместе разделили этот смех, создал связь, напоминающую о том, что мы все живем в одном большом городе, где даже в сырые утра можно найти место для неожиданной радости. Когда вагон достиг конечной станции, каждый из нас вышел с новым чувством, неким облудным светом, который остался с нами после встречи с беззаботной собакой и ее новым другом. Мы стали малознакомыми, но в душе почувствовали себя ближе друг к другу. Это было настоящим волшебством, когда совершенно случайные и незнакомые люди стали друзьями на мгновение, соединенные общими эмоциями и чувствами. Я смотрела на улицу, где доброе солнце начинало подниматься над горизонтом, проливая свои ласковые лучи. В воздухе качалась весна, а в моем сердце оставался след радости. Пройдя мимо хора с музыкантами, я сделала шаг в сторону и остановилась. Почему бы не немного насладиться моментом? Обернувшись, я обнаружила, что последовала за абсолютно незнакомыми людьми, которые словно были частью той же сказки, танцевали и, смеясь, летели по этой асфальтированной улице. Эти моменты, атмосфера, созданная незабываемыми встречами, несомненно напоминают нам, что у счастья нет границ. В каждом из нас
есть стремление радоваться, и я понимала, что даже в самых серых буднях можно найти искры света. Даже простой побег собаки через людей мог стать целым событием, скрепляющим сердца и дарующим нам надежду. Все, что нам нужно, это быть открытыми для воспоминаний и родственных связей. Я покинула станцию с улыбкой и внутренним светом. В тот день я заметила, как маленькие вещи могут заставлять нас восхищаться, и всегда стоит обращать внимание на даже самые обыденные моменты, ведь именно они могут подарить нам самые яркие мгновения в жизни. И кто знает, где мы встретимся следующим, возможно, снова в компании этой жизнерадостной собаки и ее непринужденного друга, продолжая вершить мгновения счастья на просторах нашего города.